Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу предложить вам связать вот такой веселенький, теплый свитерок легким, ненапряжным узором. Нашла эту модельку на просторах интернета. Это брендовая модель от дизайнеров Shein. И, в общем-то, вяжется она довольно просто и довольно эффектно смотрится. Этот свитер имеет длину чуть больше, чем, считается средней длиной, да, то есть это удлиненненький немного свитер, он теплый, у него высокая планка, вы видите, у выреза горловины. Ну, то есть это очень интересный и красивый джемпер, я бы его так назвала, с высоким воротом. Сейчас я вам покажу, приближу картиночку. Вот таким образом он смотрится по спинке. У него, смотрите, здесь очень хорошо можно разглядеть. Есть небольшой окат, видите, у рукавчика, да, именно по спинке это хорошо видно. И есть скос вот такой, и есть скос плеча. Вот здесь тоже это хорошо видно, да. Давайте полистаем с вами эту модельку. Я приближу вам узор, вы посмотрите на него внимательно. То есть здесь идет у нас узор в шахматном порядке, изнаночная гладь чередуется вот этим узором с косой. Как связать этот узор, я нарисовала схему. Я не думаю, что у нас будут проблемы с связанием этого узора. Здесь нет ничего сложного. Здесь вот эта маленькая коса, и она перекрещивается налево. Воротничок у нас вяжется резинкой 1 на 1. Как это все дело связать и сколько петелечек здесь закрывать. Все будет в сегодняшнем описании рассказано подробно, попетельно. Мы сегодня сделаем с вами описание попетельное на несколько размеров. С 42 по 52 у нас будет сегодня описание присутствовать. Этот джемпер можно носить вот так по-современному, заправленными в брючки. Вот, и можно носить на выпуск. Смотрите, как эффектно, хорошо смотрится, правда? Он и молодежный, и стильный, и в то же время на женщин постарше он тоже будет хорошо смотреться. Я вам сейчас покажу. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Вот такой вариант, когда у нас длина полностью, значит, такая на выпуск идет, то есть тоже хорошо смотрится. Вот такой вариант, да, хорошо смотрится. И такой вариант хорошо смотрится, молодежный такой. Смотрите, девочки, если вам понравилась модель и вы захотите иметь ее в своем гардеробе, сегодня в нашем мастер-классе будет разбор начинаться с выбора пряжи. Я вам приближаю эту модель. Смотрите, здесь узор очень хорошо разобрать можно. Видите, да? Я рисовала схему именно таким образом, приближая эту картинку. И вот это вот все здесь очень четко читается. И ряды читаются, и, в общем-то, и петли читаются. Сколько петель. Очень легко все, можно сказать, отсканировать взглядом. Так, ну давайте еще посмотрим. Итак, всем, кому приглянулась эта модель, давайте сейчас с вами перейдем к выбору пряжи. Для вязания я предлагаю пряжу Super Merino Yarn Art. Вот, к сожалению, такой у меня моточек, немножко не целый, этикеточка. 100 грамм 280 метров, 25% шерсть, 75% акрил. Турецкая пряжа. Цвет 779, такой, знаете, глубокий синий, голубой, не знаю, как его назвать. Вот, турецкая пряжа.
В общем, хорошего качества мягенькая пряжа, очень сильно скручена такая, знаете, очень удобно вязать, абсолютно, в общем-то, не слоится, ничего. Мягкая, очень мягкая, вы видели, проценты содержания шерсти небольшое, поэтому носить это изделие можно прямо на тело. Вот, и спицы четверочка у меня. Вот так выглядит у меня узор. Это 1 раппорт в высоту. В общем-то, здесь нет ничего сложного. В шахматном порядке располагаем вот такие вот элементы. Небольшая коса на 5 петлях, с двух сторон окруженная двумя лицевыми. А здесь вообще изнаночная гладь. Вот так выглядит схема узора, которую я рисовала. 22 петли у нас получается в раппорте. Но смотрите, условно этот узор можно разделить на 2 части по 11 петель. Правая часть, 11 петель левая часть. И все они в шахматном порядке чередуются. У нас получается каждая половина, вообще раппорт составляет 48 рядов, но каждая половинка по 24 ряда имеет. То есть вот такая вот у нас идет 24 ряда половинка, и затем все меняется в шахматном порядке. Вот эта часть 11 петель левая переходит и становится правой, а там, где изнаночная гладь, переходит слева и справа и становится левой частью. И так все это дело чередуется, чередуется, чередуется. Так, условные обозначения, я не знаю, нужны ли вам, девочки. Давайте попробую вам сказать. Изнаночные петельки – это горизонтальная черточка, вертикальная черточка, лицевая петля. И вот эти перекрещивания – это 5 петель перекрещиваются налево. Вот, все. Больше здесь других нет, никаких условных обозначений. Делайте скрин экрана, кому нужно. Здесь, в общем-то, эта схема хорошо, четко читается. Сейчас я вам покажу выкройку. Вот такую выкройку я предлагаю в сегодняшнем, значит, мастер-классе использовать. Здесь у нас идет с вами хорошо показан скос плеча. У нас здесь вырез горловины хорошо обозначен. Перед у нас по вырезу значительно глубже, да. Здесь есть планка обозначена и небольшой окат у рукавчика, такой чисто импровизированный, высотой 3,5 всего сантиметров. Вот все остальные размеры у нас будут в сегодняшнем мастер-классе в расчетной части озвучены. То есть я расскажу и ширину спинки переда на тот или иной размер, и сколько петелек набрать на тот или иной размер, как распределить узоры будет схематично изображено, сколько петель приходится на вырез горловины, как закрыть скос плеча, скос рукава сформировать. Все там будет. Поэтому всем, кому подробный мастер-класс нужен, все, кто заинтересовался данной моделью, смотрим этот мастер-класс до конца внимательно. Вот такое описание я всегда выкладываю под видео. 42-44 размер у нас сегодня будет фигурировать в нашем описании. 46, 48, 50, 52. Вот. И вот здесь все попетельно я раскладываю вам всю инструкцию, последовательность действий вашего вязания. То есть по спинке, перед, рукавчики, да, и сборка. Почитайте это все под видео, я это читать сейчас, конечно, не стану. Обсуждение и все расчеты, как я уже сказала, после того, как свяжем образец, это конечная часть нашего мастер-класса, то есть это будет все занимать с конца видео минут 10-15, мои расчеты. Смотрите внимательно. А сейчас приступаем к вязанию образца. Для образца я набрала 24 петли. 22 петли это раппорт узора и 2 петли это кромочные. Вяжем первый ряд узора. Первая кромочная я провязываю лицевой и далее вяжем 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Дальше вяжем 2 лицевые, изнаночная, 5 лицевых, 1, 2,
3, 4, 5, изнаночная, 2 лицевые, кромочную вяжем изнаночной. Первый ряд раппорта связали. Все четные ряды переворачиваем, будем вязать, как смотрят петли, самостоятельно. Вяжем третий ряд. Также у нас он вяжется, как и первый. 11 изнаночных, затем 2 лицевые, изнаночная и 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова изнаночные, 2 лицевые. Кромочную вяжем изнаночные. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд вяжем. Снова идут у нас первые 11 изнаночных. Затем вяжем 2 лицевые, изнаночная. И сейчас перекрещиваем 5 петель налево. Снимаем 5 петель на правую спицу, 3 петли перед работой, размещаем, следующие 2 петли за работой снимаем и с помощью правой спицы возвращаем на левую, таким образом. И все 5 петель вяжем лицевыми. Затем вяжем 1 изнаночную, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Связали. Шестой ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. Седьмой ряд вяжем. Седьмой у нас будет вязаться так же, как 9, то есть 11 изнаночных начинает у нас раппорт. Две лицевые, изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Как я уже сказала, 8 ряд вяжем, как смотрят петли, а 9 точно такой же, как 7, свяжем самостоятельно. 11 ряд у нас с вами вяжем 11 лицевых, ой, изнаночных, 11 изнаночных, и далее идут у нас 2 лицевые, изнаночная, перекрещиваем 5 петель налево, снимаем 5 петель, первые 3 перед работой у нас, следующие 2 за работой. Вот таким образом меняем их местами и вяжем все 5 лицевыми. Затем идет изнаночная, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Так, дальше у нас идет 12 ряд. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. У нас 13 ряд, мы вяжем с вами первые петли 11 изнаночных, две лицевые, изнаночные, 5 лицевых, изнаночная, 2 лицевые, кромочная, изнаночная. 14 ряд вяжем, как смотрят петли, а 15 ряд такой же, как 13. Свяжем самостоятельно. 17 ряд у нас вяжется. Начинается 11 изнаночных, как обычно. Мы сейчас вязали. Затем идут 2 лицевые, изнаночные,
И перекрещиваем 5 петель налево. Мы уже это делали 2 раза. Итак, первые 3 перед работой, 2 за работой остаются. Возвращаем эти 2, которые за работой, на левую спицу и вяжем все 5 лицевыми. Изнаночная, 2 лицевые. Кромочная тоже изнаночная. 18 ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. 19 ряд вяжем. 11 изнаночных у нас идут. Затем 2 лицевые, изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, 2 лицевые, кромочная тоже изнаночная. Связали. Переворачиваем. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. И затем у нас идет 21 и 23 ряды. Мы их вяжем как 19, один в один. Встречаемся в 25 ряду по схеме. В 25 ряд у нас будет с вами в шахматном порядке меняться узоры. Эта часть переходит сюда, а наши 11 изнаночных переходят в левую часть раппорта. Итак, повторяю, да? Сейчас свяжем 20 ряд, как смотрят петли, 21, 23 ряды вяжем как 19. У нас 25 ряд мы вяжем, как я сказала, меняем узоры местами. Итак, идут 2 лицевые, изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, 2 лицевые и 11 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И у нас осталось кромочная, изнаночная, вяжется. Переворачиваем вязание, вяжем 26 ряд, как смотрят петли. 27 ряд вяжется так же, как 25, один в один. Самостоятельно вяжем. 29 ряд вяжем следующим образом. Значит, у нас сейчас с вами идут 2 лицевые, изнаночная. Перекрещиваем 5 петель налево, 5 петель снимаем на правую спицу, первые 3 перед работой оставляем, следующие 2 за работой, аккуратно с помощью правой спицы возвращаем на левую и все 5 вяжем лицевыми. Изнаночная, 2 лицевые. И далее идут 11 изнаночных. Тридцатый ряд переворачиваем, вяжем, как смотрят петли. 31 ряд вяжем 2 лицевые, изнаночные, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная, 2 лицевые, осталось 11 изнаночных. Кромочную вяжем изнаночной, переворачиваем вязание, 32 ряд вяжем, как смотрят петли. Затем у нас идет 33 ряд, он вяжется точно так же, как 31 самостоятельно. 35 ряд вяжем 2 лицевые, изнаночная,
Перекрещиваем 5 петель налево, 5 петель снимаем на правую спицу, 3 петли перед работой, 2 за работой, меняем местами, вяжем все 5 лицевыми. Затем идет изнаночная, 2 лицевые и 11 изнаночных. Тридцать шестой ряд вяжем, как смотрят петли. Тридцать седьмой ряд вяжем 2 лицевые, изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, 2 лицевые. И остались 11 изнаночных, которые давайте свяжем самостоятельно. Затем у нас идет с вами 38 ряд, как смотрят петли, а 39 ряд будет у нас вязаться как 37, один в один. 41 ряд. Вяжем сейчас перекрещивание у нас. Вяжем 2 лицевые, изнаночная, 5 петель перекрещиваем налево, снимаем 5 петель на правую спицу, 3 перед работой у нас, 2 за работой оставляем, поменяли их местами и вяжем как 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная, 2 лицевые и 11 изнаночных идут. 42 ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем самостоятельно. 43 ряд. Вяжем 2 лицевые, изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, 2 лицевые и 11 изнаночных идут. 44 ряд вяжем, как смотрят петли. 45, 47 ряды у нас такие же вяжутся, как 43, вот которые мы сейчас только что связали, один в один. Вяжем самостоятельно 45, 47 ряды. И 9 ряд, как смотрят петли, раппорт узора начинается снова с первого ряда повторяться. То есть опять у нас идет первое, меняется местами наша вот шахматка и начинается с 11 изнаночных, и далее идет уже наша коса. То есть понятно, да? Сейчас самостоятельно я довяжу 45-47 ряды, и мы с вами сделаем влажную тепловую обработку образца. Нам необходимо рассчитать плотность по горизонтали и вертикали. Горячим паром обдаем наш образец. И тянем его в разные стороны, по горизонтали, по вертикали. Обращаем внимание на крайние петли. Их надо выпрямлять, поскольку они у нас очень активное участие в расчете принимают. Оставляем наш узор сохнуть. Для расчета делаем, значит, такие действия. Плотность считаем измерения. Измеряем ширину сейчас. Ширину образца измеряем. Я, наверное, в нескольких местах померяю. Итак, вот здесь у меня 13 сантиметров. Давайте теперь здесь померяем. Тоже 13. Итак, 22 петли, 24 петли участвуют.
делим на 13 сантиметров. Получается плотность 1,85. Давайте запишем сюда, чтобы не забыть. В 1 сантиметре 1,85 петель умещается. Теперь дальше. По вертикали раппорт составляет 48 рядов, но я вот тут один ряд не довязала. Поэтому, смотрите, 20 сантиметров, 48 рядов. Я вместе со спицей померила, как будто довязала, да? Так, и получается 48 разделить на 20 сантиметров, получаем 2,4. Давайте запишем, что в 1 сантиметре вертикальная плотность у нас 2,4 ряда. И вот таким образом с этими цифрами обращаемся теперь к выкройке и подставляем наши вот эти циферки. Сейчас будут расчеты. Итак, будем использовать с вами вот эту выкройку. У нас здесь есть скос рукава и небольшой окат, совсем такой, знаете, импровизированный. А так выкройка со спущенным рукавчиком. Обычная, очень простая классика. Вяжутся все детали отдельно и потом сшиваются. Итак, сегодня мы с вами будем рассматривать размер 42-44 с шириной спинки 40. Спинка и перед вяжутся одинаково, да, отличаются вырезом горловины. Ширину спинки берем, значит, 48 сантиметров, и в петельном эквиваленте это 89 петель. Откуда взялись петельки? Мы берем с вами нашу плотность, которую определили. Вот она у нас идет в 1 сантиметре 1,85 и умножаем на 48 сантиметров. Получается цифра 89. Так, следующий у нас с вами идет размер 54,5 сантиметров. Это размер 46-48. Ширина спинки будет составлять, и в петельном эквиваленте это 101 петля. Третий размер 50-52, 109 петель составляет, и получается ширина спинки здесь 109. Давайте разделим на плотность. 109 разделить на 1,85, 50, почти 9 сантиметров. Вот такая ширина. Вы можете ширину, девочки, корректировать в ту или иную сторону для себя и самостоятельно сделать попетельный расчет. Сейчас я буду рассказывать, как расположить узоры. Я буду рисовать на тот или иной размер. Если вы посмотрите внимательно на модель, то видно, что начинается у нас, что узор у нас идет от центральной вот этой части. Вот. И смотрите, 11 изнаночных идет в самом центре узора. И от него идут симметрично также 11 по 11 петель с узором коса. То есть вот эта часть, да, мы вязали сегодня с вами 11 изнаночных. То есть наш узор состоит из двух частей. Из 11 изнаночных и 11 петель, на которых есть коса. Да? Поэтому я напишу 11, это из, с буковкой из, это значит изнаночные петли. И где просто 11 стоит, подразумевается вот эта часть, где у нас идет коса. Вот. И вот так я распределяю узоры. Смотрите, по центру 11 изнаночных. Здесь идут узоры с косами. Затем опять идут узоры с 11 изнаночными. Опять узоры с косами. Вот. И здесь кромочная. Таким образом, в сумме это у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 77 петель. Плюс 2 кромочные, это 79 петель. И нам необходимо, чтобы было 89 петель. Необходимо добавить справа и слева по 5 изнаночных.
Таким образом у нас вот так будет складываться узор для 42-44 размера. То есть здесь 77 петель плюс 2 кромочные, и добавляем для 89 петель еще 5 изнаночных справа, 5 изнаночных слева. В сумме получится 89 петель. Дальше идем. Второй размер у нас 101 петля, и узоры будут располагаться, ну тоже от центра идет изнаночные, то есть 11 изнаночных по центру, а дальше идут 11, 11, опять 11 изнаночных, 11 изнаночных, опять 11, 11, где коса, и все заканчивается справа и слева 11 изнаночных, 11 изнаночных. Плюс кромочная справа, кромочная слева, и поэтому получается 101 петля, не 99. Добавили вот эти кромочные. 9 получается раз по 11, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по 11, да? Начинается раппорт с 11 изнаночных, затем как узор с косой, опять 11 изнаночных, узор с косой, по центру 11 изнаночных, и зеркалятся узоры. Вот. Получается, значит, 101 петля. И это размер 46-48. Сейчас я нарисовала расположение узоров. И для большого размера, где у нас идет 109 петель, 50-52 размер, здесь распределение узоров будет такое же, но мы с вами добавляем 4 петли справа, 4 петли слева, крайние правые, крайние левые, идут по узору. Если мы посмотрим на наш узор, начинать мы будем с вами, нам надо 4 петли всего, да? То есть начинать, получается, я бы как сделала? 2 изнаночные, 2 лицевые, все. А дальше пошел узор на 11 изнаночных. Это я сейчас рассказываю про размер 50-52. Видите, 11 изнаночных у нас. А здесь 4 петли. Я говорю о том, что я бы сделала 2 изнаночные, 2 лицевые, затем 11 изнаночных и узоры по нашему, как здесь написано, да. Затем, после 11 изнаночных я опять сделала бы 2 лицевые и 2 изнаночные. В сумме это 4 петли дало бы нам. И тогда получилось бы 109 петель, те, которые нам как раз и надо. На 8 петель больше. Понятно, да? Вот таким образом я советую вам распределить узоры. А теперь переворачиваем и смотрим дальше. Длина изделия. Вы видели, что это несколько удлиненный свитер, необычная такая средняя длина, чуть-чуть она длинненькая. Получается, для первого размера я планирую длину 60, расчеты буду делать для второго 61, для третьего 62 сантиметра. Длина нашего вот этого джемпера полностью. Планка, начинается все с планки, которая вяжется резиночкой 1 на 1 на высоту приблизительно 6 сантиметров. Далее мы переходим на узор, и для резинки набирается на 7 петель меньше, девочки. Все это будет в описании, под видео выложено. Вот. И затем в последнем изнаночном ряду резинки, планки этой, мы будем прибавлять 7 петель равномерно и выходить вот на эти петли. И вяжете узор. Здесь надо сформировать будет вначале скос, потом через 1 сантиметр высоту будет включаться уже формирование выреза горловины по спинке. То есть все это я описываю в нашем описании, которое выложено под видео. Посмотрите там, будьте вот в этой части внимательны. Здесь мы уже разделяем и вяжем обе половинки раздельно, когда приступаем к вырезу горловины. Вот, а скос как сформировать, здесь я вот в принципе вам рассказала. На высоту 3 сантиметра он вытягивается, и этот 8 рядов по нашей вертикальной плотности. Получается, на высоту 8 рядов мы делаем последовательные убавки скоса плеча. Так,
Ну, спинка перед, как вы уже давно все знаете, отличается вырезом горловины, по переду он всегда больше. Все это попетельно расписано под видео в описании, я сейчас на этом останавливаться не стану. У меня все эти петельки, расчеты сделаны, на вырез горловины по моим расчетам пришлось 37, 39, 41 петля. На первый размер я взяла 20 сантиметров в ширину горловины и далее на 2 петли прибавляла поразмерно. Так, теперь пройма. Длина проймы у меня будет на первый размер учитываться как 19 сантиметров, на второй 20, на третий я сделала пошире 22 сантиметра. Соответственно, такая же ширина у нас будет у рукавчика в самой широкой его части. Я уже здесь перевела в петельки. Я ширину, то есть вот если мы берем здесь 19, то здесь будет 38, да, по рукавчику. 38 сантиметров умножаем на нашу плотность 1,85. У меня вначале получилось 70, в общем 71 петля, потому что надо, чтобы было нечетное число. Не 70, а 71. Для второго размера 75 петель, для третьего 81 петля, самая широкая часть. Перешли плавно к рукавчику, по низу также планка располагается, связанная резинкой 1 на 1, также на ту же длину, высоту 6 сантиметров. Затем идет в последнем изнаночном ряду прибавки у нас какое количество там я расписала в описании. Сейчас не буду на этом заострять внимание. На все размеры выходим на 57 петель. И получается распределение узоров следующим образом выглядит. 5 по 11, 5 по 11, раз, два, три, 4, 5. Опять по центру идет 11 изнаночных, и от него зеркально симметрится вот эти наши узоры. Кромочная, конечно, не забываем. Отсюда 55 плюс 2 кромочные, получается 57 петель. Понятно. И тут же идет сразу же, когда переходим на узор, от планки формирование скоса рукава. Скос рукава у нас будет тоже по размерам разный. То есть для первого размера у меня 7 петель, в каждом 12 ряду прибавки. Для второго размера 9 петель, для каждого скоса. В каждом 9 и 10 ряду идут прибавки, чередуем. И для размера третьего 12 петель, в каждом 7 ряду прибавки. Длину обязательно корректируйте рукава. Очень будьте внимательны при вычислении расчетов по рукаву. Длина должна учитываться индивидуально для вашего роста, для вашего желания. Вы видели сейчас в моде очень такие длинные рукава, сильно такие длинные, да, удлиненные. Поэтому кто не хочет соответствовать моде, а хочет соответствовать тому, чтобы себя удобно, уютно чувствовать, то, пожалуйста, тщательно измерьте длину рукавчика. У меня получилось от планки до маленького нашего оката 36 сантиметров. Я умножила на нашу вертикальную плотность в 1 сантиметре 2,4 ряда, и получилось 86 рядов. Скос, как я формировала, я эти 86 рядов делила на те петли, которые надо прибавить по скосу. То есть 86 разделить на 7 получается 12. Вот отсюда эта цифра в каждом 12 ряду. Аналогично вы можете посчитать свой скос, то есть вот такой нехитрой формулой он вычисляется. Ну, собственно, все, что я хотела, я вам рассказала, девочки. У меня есть обучающий мастер-класс по расчету готового изделия. Там универсальные формулы. Вы сможете составить индивидуальное описание для своих размеров, своих мерок. Этот материал будет выложен под видео, и вы можете воспользоваться им как для примера. А можете воспользоваться, если у вас вот средний рост, там, да, то есть, в принципе, это все подходит под средние показатели, да, особенно ширина вот учтена. Все, мои хорошие, наверное, больше мне добавить нечего.
Я вам все показала, рассказала. До новых встреч. Желаю вам удачи.